Привет. Привет. Я не опоздал? Нет, как будто. Так. Вы меня мороженое позвали есть или действительно надо поговорить? Надо. Только учти, разговор строго между нами. Ладно. Хотя я не люблю разговоров строго между нами. Этот разговор пойдет тебе на пользу. Слушаю вас. Пломбир есть? Есть. Хорошо, 3 по 200 и все? Будьте добры. Хорошо. И одно, пожалуйста, с сиропом. Хорошо. Так вот, ты наш товарищ, и мы должны тебя предупредить. ВН бесспорно человек эрудированный, интересный, но Нетский он собирает не из каких-то возвышенных соображений. Высокие цели, мировая коллекция. Болтовня. А исследование принесет ему докторскую степень. Ну и что из этого следует? Да то, что ВН прежде всего человек коммерческий. На собирании он делает деньги, большие деньги. Мы у него делаем свои маленькие деньги. А ты строишь из себя идеалиста и отказываешься от гонорара. Конечно, ВНу выгоднее иметь дело с простофилей. Сбивая вам цену. Ну зачем же так грубо? Я же разговариваю с тобой по-дружески, а ты опять задираешься. Спасибо. Зачем ты влез в это дело? Вы меня сами позвали. Мы? Мы тебя не звали. Тебя позвал ВН. Я отлично помню твой первый разговор с ним. Этот разговор был при мне, при Косте, при Вере. Он тебе сразу сказал, что дело идет о заработке. Сказал? Допустим. Не допустим, а сказал. Ты еще прибавил, что тебе деньги нужны на магнитофон. Значит, ты знал, на что идешь. Почему же ты теперь отказываешься? А если Нетски меня заинтересовали сами по себе? Мне, например, нравится художник Краснухин. Мне приятно и интересно бывать у него. За это я не хочу брать деньги. С тобой трудно разговаривать. Ладно, наберемся терпения. Что такое Краснухин? Краснухин одаренный художник. Я бывал на его выставках. Правда, я не все принимаю в его творчестве. Но художник он интересный, это бесспорно. Но я думаю, Краснухин это переживет. Что именно? Ну, что ты не все принимаешь в его творчестве. Шутки оставим на потом. Ладно, ковыляй дальше. Ну так вот, в свое время, в своей статье ВН раздолбал Краснухина. Но не по каким-то там идейным соображениям, а потому что это было выгодно для его карьеры. И потому он сам теперь не идет к Краснухину. А ты все принимаешь всерьез. Когда разберешься, то потеряешь веру в человечество. А мы не хотим, Крош, чтобы ты потерял веру в человечество. Ведь ты у нас гуманист. А если это все так, то зачем вы помогаете Вену? Чудак, мы помогаем ему собирать Нетски. Честное законное дело. Каждый зарабатывает как может. А я интересуюсь не заработком, а Нетски. Я хочу в них разобраться. По-настоящему. А не так, как ты принимаешь копии за подлинники. Когда это было? У старухи. Странствующие певцы, за которых мы отвалили четвертной. А она казалась копией. Я сдал ее в антикварный за 20 ре, она вон до сих пор не продана. Ну, Крош, ты даешь. Ты лопух, Крош. Лопух с ушами. У старухи вы купили действительно подлинник. А в антикварной сдали действительно копию. У ВН таких копий, знаешь, полно. Значит, Вен обманул меня. А мы все-таки обманули старуху. Далась тебе эта старуха. Я же тебе объясняю, без таких комбинаций. Теперь понятно, почему Вен просил меня запомнить Сенецка Краснухина. Чтобы потом с моей помощью или с помощью кого-либо из вас подменить какую-то липовую копию на настоящую Нетски Краснухина. Ну, это ты хватил. Краснухин разбирается в Нетске ничуть не хуже ВН. И он не даст себя обмануть. Просто у него могут оказаться Нетски того мастера или той эпохи, что собирает ВН. А у ВН то, что собирает Краснухин. Произойдет обмен, выгодный для обоих. Все честно. Честно? Обманывать старуху честно,
раздолбать хорошего художника Краснухина из-за каких-то своих личных интересов. Честно? Параноик какой-то, честное слово. Клинический случай. Что ты орешь? А я не ору, а говорю. Кроме денег существуют еще и принципы. Ну вот что. Отвечай прямо, намерен ты работать с военным на тех же условиях, что и мы, или нет? Вообще не намерен работать с каким-то прохвостом военным. Вот. Можете вернуть ему его Нецке. Я не желаю иметь с ним дело. А вы можете продолжать, если это вам так нравится. Если вы так нуждаетесь в деньгах. Убери. Нецки, убери со стола. Вэн дал ее тебе, ты и возвращай. Никто за тебя этого делать не будет. Это логично. Что ты скажешь Вэну? Как ты намерен мотивировать свой отказ? А почему я должен мотивировать? Я что, нанимался к нему? Ты в курсе его дел. В таких случаях, знаешь, так просто не бросают. Ты оставишь его тогда, когда и мы с Игорем оставим его. Не раньше, понял? Я оставлю его тогда, когда сочту это нужным. Как раз сейчас я считаю это нужным сделать. А ваши угрозы оставьте для кого-нибудь другого. Ты боксер, но не всего можно добиться кулаками. Во всяком случае, со мной. Будьте добры. Одну минуточку. Не забудь, ты обещал, разговор останется строго между нами. За это не беспокойтесь. Я не передаю чужих разговоров. Как некоторые. Что ты на меня так смотришь? Некоторые это что, я? А ты что, не знаешь? Нет, не знаю. Что ты имеешь в виду? Чьи разговоры я передал? Кому? Наш с тобой, Вену. Мы разговаривали о твоем отчиме. Разговаривали лично. А ты ему все передал. Я ему ничего не передавал. Вэн спросил меня, Крош был у тебя дома? Я говорю, да, был. Он знает, что у тебя отчим? Я сказал, да, знает. Вот и весь разговор, что в нем. Ты ведь действительно знаешь. И Игорь знает. От друзей я этого не скрываю. А от родителей? Они знают, что ты знаешь? Нет, они не знают. Значит, они скрывают от тебя, а ты от них. Зачем? Но это уж не твое дело. Ну, не мое, так не мое. Но он мне сказал все по-другому. Будто ты не знал, что у тебя отчим. И узнал это от меня. Будто я проболтался. В вашей компании каждое слово перевирается и перетолковывается. А я к этому не привык и не желаю привыкать. С вами запутаешься. Тот сказал то-то, этот сказал так-то. Краснухину я не должен говорить о Вене. Тебе о твоем отчиме. Вен ищет какую-то знаменитую Нецкой рисующий мальчик, а ее владелец Мавродаки давно уже умер. Откуда ты знаешь эту фамилию? Мавродаки? Слыхал. Так вот, забудь ее и никогда не вспоминай. Понял? Аврадаки. Вроде бы греческая фамилия. Никогда ее раньше не слыхал.
Так просто я эту компанию бросить не могу. Почему? Боишься их? Или так уж запутался, что выбраться не можешь? Мне Костю жалко. Костю? Боксера, что ли? Вот он тебе первый и навешает. Ты его не знаешь. Безусловно, он замкнутый, даже грубоватый парень. Но все равно хороший и несчастный. Какие-то странные отношения с отчимом. Я понимаю, отчим, мачеха, не всегда это сладко. Но я видел его отчима. Он мне показался добрым и порядочным человеком. Он любит Костю. Во всяком случае, ищет с ним контакта. А Костя всячески избегает встреч с отчимом. Даже грубит ему. Почему? Потом какая-то непонятная зависимость от Вена. Ведь он видит, что Вен прохвост, однако работает на него. Вот недавно я заходил к одному художнику Краснухину, и он мне назвал одну фамилию, Мавродаки. И вот когда я эту фамилию упомянул при Косте, он прям побледнел, как будто я обухом его по голове долбанул, честное слово. Ну а тебе-то что? Понимаешь, все это очень странно и таинственно. Мне интересно в этом разобраться. С этим интересом ты с ними в тюрьму попадешь. Ну уж это ты чересчур. Чересчур? Вот тогда вспомнишь мои слова, когда посадят. Там у тебя будет время подумать. Там свободного времени будет, во! Нет. Я должен в этом разобраться. Хорошая фигурка. Что ты хочешь за нее? Что-нибудь работы Мива Первого. Ага. Сейчас. Посмотрим. Ну, смотри. Мы сидели под старой ивой, вода плескалась у наших ног, и рыбы с серебристыми животами прыгали на волнах. Ну как, нравится? Нравится. А ты свой Невский оценивал в антикварном? Нет. Так ты возьми обе фигурки, оцени в антикварном. Потом решим. А вы не боитесь, что я с ней убегу? Ты вор? В прошлый раз вы говорили о Мавродаке. Да. Называли его фамилию. Были знакомы с ним? Да, он был нашим профессором. Большой знаток японского искусства. И он собирал Нецке? Собирал. У него была одна из лучших коллекций в стране. Но, понимаешь, однажды коллекция была выставлена, и оказалось, что многие фигурки не подлинные, а копии. Был большой скандал. Профессора объявили чуть ли не мистификатором. А профессор Мавродаки был кристально честный человек. Истинный коллекционер. Без всякой коммерции. Истинный коллекционер не станет собирать копии. Он вообще не имеет с ними дела. В общем, очень странная история. Она сыграла не последнюю роль в смерти профессора. Может, кто-нибудь на выставке подменил фигурки Мавродаки? По всей вероятности, да. Кто? Если бы это знать. Но ведь кто-то должен был выяснить правду. Это должен был сделать сам профессор Мавродаки. Но он повел себя странно. Не стал ничего выяснять, искать виновного. Повел себя очень пассивно. Правда, профессор был человек мягкий, очень деликатный. Вероятно, он боялся обвинить невиновного, а
опасался, что кто-то пострадает зря. Просто признал, что в его коллекции действительно оказалось несколько копий. Потом он тяжело заболел и умер. Но ведь, наверное, остались его близкие, родные, семья. Да. Кажется, незадолго до смерти у него родился сын. А когда это случилось? Году, наверное, в 63-м. Да, в 63-м точно. «16 лет назад». Да, именно 16 лет назад. А кто делает копии Нецке? Вероятно, какие-нибудь японские ремесленники. А у нас их делать не могут? У нас? Может быть. Но тогда это должен быть очень хороший мастер. Нецке – это национальное японское искусство. Традиционно национальное. Это все равно, как если бы в Африке, в Австралии стали бы подделывать работы наших палийских мастеров. Конечно, полностью исключить, что такой мастер есть или был у нас, нельзя. Чего не может быть? Может быть, все. Еще один вопрос. Да. У кого у нас в стране сейчас самая крупная и самая интересная коллекция Нецке? Ну, этого я не знаю. В свое время одна из крупных была у Алексея Максимовича Горького. А сейчас, ну, наверное, в Музее восточного искусства. Товарищи, не отставайте, пожалуйста. Прошу вас, подходите ближе. В традиционном японском костюме нет карманов. Все, что европеец носит в кармане, японец носит на поясе. Это кисет, трубка, веер, коробочка для лекарств, ручка, карандаш. Все это связывается вместе и закрепляется на одном конце шнура. Другой конец шнура продевается сквозь нецке, в которой для этого существуют две крохотные дырочки. Таким образом, нецке своего рода застежка, пуговица или брелок. Со временем их стали делать в виде фигурок из камня, слоновой кости, панциря черепахи или самых лучших дорогих сортов дерева – самшита, сандалового или вишневого. Постепенно мастерство резчиков совершенствовалось, и нецке становятся не просто украшениями, но произведениями высокого, подлинно народного искусства. Пожалуйста, подходите, смотрите. Подходите ближе. Скажите, пожалуйста, в вашем музее Нецке подлинные или копии? В нашем музее все подлинное. Единственное, что мы делаем, это реставрируем испорченные экземпляры. А кто реставрирует Нецке? Я не знаю. На моей практике не было реставрационных работ. Но я здесь всего 2 года. А до вас? Не знаю. Товарищи, посмотрели? Пойдемте дальше. Ну почему? Маски не только в театре, Кабу. Да я знаю, в театре, но тоже маски. Ну вот это вообще характерно.
Ну, давай. Взяли. Осторожней, осторожней! Не дрова ведь грузите. Не беспокойся, Викентий Васильевич, все будет в порядке. Работнички. Эй, парень, ты чего тут крутишься? Чего тебе надо? Ничего, просто смотрю. А что, и посмотреть нельзя? Смотреть в музее надо. А здесь смотреть нечего. Здесь служебное помещение. Понял? Давай, давай, чеши отсюда. А, Сережа, заходи. Рад тебя видеть. А я решил, наконец, заняться библиотекой, привести в порядок. Давно бы надо, да как-то все руки не доходили. Садись. Кстати, вот тут все, что было когда-нибудь издано о Нецке. На всех языках. Как видишь, немного. Но настоящее исследование еще впереди. Был у Краснухина. Владимир Николаевич, я больше не буду выполнять ваших поручений. Почему? Не хочу. Почему не хочешь? Не хочу и все. Это мое дело, почему я не хочу. Нет, это не только твое дело. Это наше общее дело. Никто меня не заставит делать то, что я не хочу. Это ясно и понятно. Ты изменяешь нашей дружбе. Вы странно рассуждаете. Костя увлекается боксом. Разве должны заниматься боксом его друзья? Меня не привлекает собирательство. Не интересует Нецке. Вот и все. Дружба здесь ни при чем. Тебя не интересует Нецке. С каких-то пор они тебя перестали интересовать. И не надо хитрить. Дело не в Нецке. Ты сказал, ваших поручений выполнять не буду. Так ведь ты сказал? Это значит, что ты не хочешь иметь дело со мной. Я не оспариваю твоего права прекратить наше знакомство. Но и ты не можешь оспаривать моего права знать, чем это вызвано. С порядочными людьми так не рвут. Это затрагивает мою честь. Будь добр объясниться. Владимир Николаевич, вы знали профессора Мавродаки? Кто тебе рассказал про Мавродаки? Краснухин. Что он тебе рассказал? Сказал, что был такой известный коллекционер Нецке, профессор Мавродаки. Что еще? Больше ничего. Итак, Краснухин рассказал тебе о Мавродаке, и после этого ты решил порвать со мной знакомство. Но при чем тут Мавродаки? Что же заставил тебя принять такое решение? Я вам уже объяснял. Ты рассказал Краснухину, что знаком со мной? Мы возвращаемся к тому, с чего начали. А мне повторять все это не хочется. Извините, я пошел. Подожди. Сядь. Тебе придется сказать всю правду. Что я вам скажу? Мне не нравится все это. Я не люблю тайн, не люблю секретов. Я не должен говорить Косте про его отчима.
Краснухину, что пришел от вас. Моим родителям, что выполняю ваши поручения. Я постоянно должен что-то скрывать, утаивать, выпытывать, узнавать. А я к этому не привык. И я путаюсь. Что я должен говорить, чего не должен. Может быть, так нужно для собирательства, но такое собирательство меня не интересует. Да, я тебя понимаю, Сережа. Поверь мне, понимаю. Но разве я тебя заставляю лгать? От родителей, конечно, не нужно таиться. Тут и спорить нечего. Но, с другой стороны, взрослее, мы уже не во всем, не всеми своими делами делимся с родителями. Если тебе понравилась девочка, вряд ли ты побежишь рассказывать об этом маме и папе. Ведь так? Не знаю. Возможно, и рассказал бы. Ну, нравится девочка. И что? Что в этом постыдного? Ну, у каждого это по-разному. Во всяком случае, безусловно, что с годами мы становимся более самостоятельными по отношению к своим родителям. И в этом нет ничего необычного. Что же касается Краснухина, поверь мне, он знает мою коллекцию лучше, чем знаю я его. Краснухин крупнейший специалист, хотя и дилетант. Он во многом дилетант, к сожалению. Он рассказал тебе о Мавродаке, но суть дела, истинной судьбы Мавродаки он не знает, хотя и был его учеником. Краснухин сказал, что на выставке Мавродаки кто-то подменил его Нецке. Это и было причиной его смерти. Ерунда. От этого еще никто никогда не умирал. Дело было совсем в другом. Я хорошо знал профессора Мавродаки. Получше Краснухина, который прослушал всего-навсего несколько его лекций о японском искусстве. Действительная причина смерти профессора Мавродаки в другом. Я не хотел тебе всего этого рассказывать, но вот видишь, приходится. Так вот, профессор Мавродаки очень любил свою жену. Она ушла к другому человеку, причем к его лучшему другу. Его предали и любимая жена, и лучший друг. Вот действительная причина смерти профессора. В этом и причина той тяжелой ситуации, которая сложилась в Костиной семье. Причина разлада между Костей с одной стороны и матерью с отчимом с другой. Значит, Мавродаки – это отец Кости? В том-то и дело. Я думал, что ты и сам об этом догадался. Да. Такая догадка у меня однажды шевельнулась. Как-то в разговоре я упомянул имя профессора Мавродаки, и Костя прямо побледнел. Вот видишь? Видишь, как он болезненно откликнулся на одно только упоминание фамилии своего отца. Именно поэтому я и просил тебя не говорить с Костей о его отчиме. Мной руководило элементарное чувство деликатности, а не желание толкать тебя на обман. Наоборот, я тебе доверил, а ты обвиняешь меня в том, что я толкаю тебя на ложь. Не скрою, ты попал в нашу компанию не случайно. Я хотел Косте такого друга, как ты. Его много обманывали. Отсюда его угрюмость, замкнутость, вспыльчивость. Я надеялся, что общение с тобой сделает его более спокойным, уравновешенным. Я хочу, чтобы Костя стал настоящим человеком. В этом я вижу свой долг. И мне казалось, что дружба с тобой будет ему полезна в этом смысле. Мне казалось, что, узнав сложную Костину судьбу, ты захочешь мне помочь в этом. Ты отказываешься. Очень жаль. Ты не от моих поручений отказываешься. Ты отказываешься от дружбы с Костей. Очень жаль, вот все, что я могу тебе сказать. Очень жаль. Что с тобой? Ничего, ничего особенного. Такое со мной случается, особенно на уроке. Ни с того ни с сего начинаешь смеяться, все на тебя таращат глаза, не поймут, в чем дело, а ты давишься с хохоту.
Нельзя, выставят из класса, а ты не в силах удержаться. Нервная, что ли? Выдержки, наверное, не хватает. В любой ситуации надо сохранять выдержку. Я где-то читал, что англичане с этой целью носят монокль в глазу. Мол, что ни случись, я и бровью не поведу. Какие англичане? Какой монокль? Ну, англичане с британских островов. Здорово они это придумали. Хорошая тренировка. Но в наше время с моноклем в глазу не походишь. Будешь выглядеть полным шизиком. Ну, хорошо. Ты успокоился? А я не беспокоился. Просто небольшой нервный шок. Очень небольшой. Он прошел? Монокль тебе больше не потребуется? Да нет. Я же вам уже объяснял. В наше время с моноклем будешь выглядеть полным шизиком. Надо придумать какую-нибудь другую тренировку, чтобы выработать спокойствие, невозмутимость. Иначе выдашь себя в самую критическую минуту. Нервы изменят. Что ты имеешь в виду? Ничего. Ну и что же будет дальше? Намерен ты дружить с Костей? С Костей дружить буду. А фигурками заниматься не буду. Это твое окончательное решение? Окончательное. Ну, дело твое. Да, верни мне Нетская, актер с обезьяной. Что это у тебя? Покажи. Краснухин дал? Краснухин. Зачем дал? Чтобы я оценил его в антикварном. Оставь ее мне, я это сделаю сам. Как же я вам могу оставить чужую Нетское? Но Краснухин согласен обменять ее на актера с обезьяной? Нет. Окончательного согласия он еще не дал. Он велел оценить ее в антикварном и тогда решить. Предложишь Краснухину на выбор или эту Нетское, или актера с обезьяной. А рыбу оставишь мне. Владимир Николаевич, я ведь вам уже сказал, что Нетским я больше заниматься не буду. Мне ненадолго надо уйти. Нет, ты, пожалуйста, останься. Мне должны позвонить. Скажи, что я буду через 20 минут. Ну, в крайнем случае, через полчаса. Хорошо? Хорошо.
Привет. О, привет. Хорошо, что ты пришла. Вену должны позвонить, скажешь, что он скоро будет. Да я знаю. Он мне сам сказал. Зайди, говорит, ко мне, то там Крош, наверное, со скуки умрет. Ну, тут со скуки не умрешь. Есть что посмотреть, почитать тоже. Так что салют. Пока. Привет, старик. Привет. Ты что, дрых до сих пор? Да, ночью засиделся. Читал. Бальзак. Архаика. Каменный век. Как ты сквозь это продираешься? Продираюсь. Бесконечное описание. Никому не нужные детали. Недержание мыслей. Зато какие мысли? Писатель не должен высказывать своих мыслей. Рассуждение автора мешает читателю думать самому. Все зависит от количества серого вещества в мозгу. Мне, например, мысли Бальзака не мешают. Наоборот, поражают своей глубиной. Какие страсти, какие образы. Ватрен, Растиньяк. Мелодрама. Провинциальный театр. В сущности, у Бальзака есть одна тема. Деньги. Как делать деньги? Главная тема Бальзака – люди с их страстями. Одна из страстей действительно деньги. Но Бальзак показывает не просто деньги, а разрушительную силу денег в обществе, которая… Да брось ты. При чем тут общество? В любом обществе деньги – главная сила. И не будем на это закрывать глаза. Так, кстати, о деньгах. С тебя должок. 20 рэп. 20 рублей? За что? 10 рублей пикник. Почему 10? Ты же говорил 5. Я говорил 5 с носа. Еще я сказал, что за девушек платят мужчины. Так? Ну, так. 5 рублей шашлычная. Это уже 15. Ну, а еще 5? Видишь ли, старик, эти Зоины подружки, Света и Рая, они же никому не были нужны. Мы их позвали из-за тебя, чтобы облегчить тебе приглашение Зои. Так что… Еще 10. Но тогда ты плохо считал. С меня не 20, а 25. Да, в сущности, ты прав. Но тут я часть расходов беру на себя, так как сам предложил тебе их пригласить. Так что ты должен ценить мое великодушие. Ну ладно. В общем, гони 20 рублей, и мы с тобой в расчете. Но почему именно сейчас? Старик, никто не наступает тебе на горло. Ни тебе, ни твоей песни, как сказал поэт. Ты можешь пойти к Вену и обо всем договориться. Он пойдет тебе навстречу. Все ясно. Вен думает, что я приду к нему с повинной. Но он жестоко ошибается. Ну, сразу видно делового человека. Сразу видно мелкую душонку. Ты о ком? О Вене. Ну зачем так грубо? За тебя я тоже рад. Наконец-то ты нашел свое истинное призвание. Из тебя получится прекрасный сборщик налогов. Старик, есть вещи, за которые бьют по морде. Правильно. Поэтому, если не хочешь получить, давай выматывай. Давай, давай. Ну-ну. И передай своему Вену, что я о нем так и сказал. Мелкая душонка. Кого это ты? Игоря. Выгнал? Угу. Ну и правильно сделал. А чего он? Приходил деньги требовать. За шашлычную, за пикник. В общем, 23. И ты отдал? Конечно. Ну и дурак. Ты же работал на них и шачил. Ну, ты не прав. Они хотели меня за 20-ку купить. Кусошники несчастные. А я их отбрил. Показал свое моральное и прочее превосходство. Но моему бюджету они нанесли сокрушительный удар. 9 рублей. Вот все, что у меня осталось. Это насколько? Когда твои приезжают?
Через неделю. Да, не густо. Ну вот что, купи себе десяток яиц. На завтрак яйцо, смятку и стакан кефира. Мне уже надоел кефир. Ну покупай эту ряженку. Сейчас. Сейчас. Так. Ага. О. Если по бутылке ряженки в день, это 6 на 39, неважно, на 40, это 2,40. Сахар есть? Сахара много. Масло еще есть. Тогда о чем разговор? На завтрак стакан ряженки, яйцо свари, смятку, чай и бутерброд с маслом. Мало, что ли? На обед. Купи себе пакетики суповые. 5 пакетиков, вот, за глаза хватит. Это будет рубль 50. На второй макароны. Это вообще копейки. Макароны тоже есть. И лапша. О, значит, второй вообще ничего не будет стоить. Отваришь себе макароны по-флотски. По-флотски это с мясом. Ну, с сахаром дело, еще вкуснее. Значит, что остается? Ужин. Опять-таки стакан ряженки, что от завтрака остался, чай. И купи себе плавленые сырки. Если ты их десяток купишь, то это будет 10, ну, считай, рубль 50. Итого 5, 6,30. Ну, 70 копеек на хлеб и всего 7 рублей. А 2 рубля еще остается. Вполне можем прогулять. Вот это будет по-мужски. А? Правильно. Не надо делать из еды культа. Сегодня же пойдем в кино. И Зою пригласим. Точно. Долой скопидомов и приобретателей, деляк и жмотов. Долой банду рвачей и выжиг. Правильно. Я всегда говорил. Банда. Ну что такое, Игорь? Типичный продукт капитализма. Ну, тут я с тобой не согласен. Мне всегда подозрительно, когда люди оправдываются капитализмом. Помнишь Фурзикова? Спер на сельскохозяйственной выставке яблоко, а потом на собрании оправдывается. Простите меня, братцы, не я виноват. Родимые пятна капитализма виноваты. Видали его? Откуда это у него спрашивается родимые пятна капитализма? 15 лет. Он этот капитализм только в кино видел. Так и Игорь. Просто сукин сын. Тоже правильно. Да. Нет, не он. Скажи, иду. Сейчас. Да-да. Здравствуй. Могу. Клуб «Крылья Советов»? Знаю. На Ленинградском проспекте. Ладно. Угу, договорились. Кто это? Костя. Что ему нужно? Выступает сегодня на соревнованиях по боксу. Полуфинал. Пригласил посмотреть. Но ты же решил порвать с ними. С ними это значит с Ивеном. Ну еще с Игорем. Не хочу участвовать в их махинациях. А Костя мне нравится. Мне даже кажется, что он попал в эту компанию случайно. Вот видишь, мы с ним поссорились, а он сам первый позвонил. Не могу же я его так оттолкнуть. Понятно. Значит, кино отменяется. Почему отменяется? Зоя кончает в 7, а бокс в час. До 7 я еще 100 раз успею. Стоп! Опасно головами. Бокс! Здравствуй, Сережа.
Здравствуйте. Пришел посмотреть? Да, меня Костя пригласил. Я смотрю, народу маловато. Полуфиналом мало кто интересуется. Вот когда будет финал, тогда другое дело. Да. Ну-ну. Победил Владимир Тимофеев. Спартак, Ленинград. На ринг вызываются боксеры полулегкого веса. Юрий Закревский, буревестник Волгоград, и Константин Марченко, Динамо, Москва. Боксера на середину. По углам. Ваш боксер готов? Ваш боксер? Боксеры готовы. Угол. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Бокс. Стоп. По углам. В синем углу ринга Константин Марченко, Динамо, Москва. Ему 16 лет. Боксом занимается 3 года. Провел 26 боев. В 22 боях победил. В красном углу Юрий Закревский, буревестник Волгоград. Боксом занимается 3 года. Провел 24 боя, в 20 победил. Ну, удачи. Давай. Стоп. По углам. Синий угол. Ввиду явного преимущества победа присуждается Константину Марченко, Динамо, Москва. Молодец, Костя. Теперь ему обеспечен выход в финал. Ну, я пойду. У меня к тебе просьба. Боксеры не любят, когда родители приходят на соревнования. Ты не говори Косте, что я был здесь. Не беспокойтесь. Но если бы я так же здорово дрался, как Костя, я бы так ему надавал. За что? На ринг вызываются боксеры легкого веса. Игорь Белянчиков, Спартак, Одесса, и Михаил Забродин, Трудовые резервы, Москва.
Дойдем до Белорусского, а там сядем на метро. Ладно. Что у тебя произошло с Веном? А это ты у него спроси. Он тебе все расскажет. А я не хочу. А то мои слова опять будут перевраны. Он просил тебя обменять Нецке, да? Разговор, оказывается, о Нецке. А я думал о другом. Но если о Нецке, то могу сказать. Да, просил. А я отказался. Почему? Он предлагал тебе вместо рыбы хорошую Нецке. Охотник и олень. Это не моя Нецке. Я не имею права ее менять. Это Нецке Краснухина. И вообще я не желаю, не хочу иметь дело с Веном. А со мной? С тобой, пожалуйста. Посмотри. Пожары пылают в далекой стране. Кони топчут поверженных. Твоего грозного лица боятся даже стрелы врага. И ты неуязвим для них. Здорово. Эта Нецке не хуже твоей рыбы. А может быть и лучше. Ты ее собираешься менять? Для себя или для Вена? Я не собираю Нецке. Да? А вот Вен думает, что собираешь. Он что, говорил тебе об этом? Он мне ничего не говорил. Предупреждаю. Он мне ничего не говорил, я тебе ничего не говорил. И мы никто никому ничего не говорили. А то все слова опять переврутся и перетолкуются. Ну ты ведь ясно сказал. Вен думает, что я собираю. Да, я так сказал. Но это еще ничего не значит. Я так думаю. Я думаю, что Вен так думает. Вот и все, больше ничего. Значит, ты ее собираешься менять для Вена. Какая разница? Во-первых, рыба не моя, а Краснухина. И без его разрешения я не имею права ее менять. А если бы имел, все равно бы я Вену ее не отдал. Все, кончен разговор. Подожди. Разговор не кончен. Разговор далеко не кончен. Опять угрозы. Это же смешно. Ей-богу, смешно. Вы что думаете, что я вас боюсь? Дурачки. Ей-богу, идиотики. Твой Вен прохвост, вот он кто. И ты в этом еще убедишься. Твой отчим добрый, порядочный человек, а ты ему хамишь. А вот Вен прохвост твой лучший друг. Не касайся этого. А почему я не должен касаться этого? А если мне нравится твой отчим? Я вот только что видел его, и он... Где видел? На боксе. Он был рад за тебя. Он был просто счастлив. А ты вынуждаешь его приходить тайком. Понятно. Он и просил тебя прочитать мне эту мораль. Эх ты, воображаешь, что все люди негодяи и дураки? Просил. Да он просил меня не говорить тебе, что я его видел. Ты запрещаешь мне касаться твоих дел, запрещаешь произносить одно имя, но ты не запретишь мне догадываться, кому оно принадлежит. Если ты еще раз начнешь об этом, я сверну тебе голову. Имей в виду. Не 30 лет, а 300 лет иду, представьте вы, по этим древним площадям, по голубым торцам. Мой город носит высший чин и звание Москвы, но навстречу всем гостям всегда выходит сам. Иду по улицам его в рассветной тишине, бегу по улицам кривым, простите, города, но я московский муравей, и нет покоя мне. Так было 300 лет назад.
и будет так всегда. Ах, этот город, он такой, похожий на меня. То грустен он, то весел он, но он всегда высок. Что там за девочка в руке несет кусочек дня, как будто завтрак в узелке. Муравью несет. Привет. Привет. Как твой боксер-то? Выиграл? Выиграл. А чего ж не радуешься? Расскажи, как выиграл, на каком раунде? Не хочу о нем говорить. Ты был прав, но и тип оказался. Ну да. А ты же утром уверял, что он несчастная заблудшая овечка. Уверял. Уверял, потому что так думал. А теперь не думаю. И вообще я не хочу о нем думать, тем более говорить. Ну ладно, не кипятись. В кино-то пойдем? Я билеты взял на 7:30. А Зоя идет? Я ей еще не говорил. Зашел, а около нее такой верзила околачивается. Таксист. Ну откуда я знаю? На нем не написано. А около магазина такси не стояло? Да вроде бы стояло. Это ее брат. Да ты-то откуда знаешь? Знаю. Но все равно неудобно было. Давай вместе зайдем. А? Ну, пошли. Это за мной. Сейчас будут рассчитываться. Могут и ножом пырнуть. Да. Когда дело касается их коллекции, они становятся просто форменными психами. Ввязался, теперь выкручивайся. Не беспокойся, выкручусь. Крош, на минуту. Съездим в одно место? Сейчас не могу. Мы в кино собрались. А что, срочное дело? Да, срочное. И очень важное. Вообще-то у меня пока еще есть время, но к семье я должен вернуться. Вернешься. Ты к Зое зайди сам. Перед сеансом встретимся у входа. А ты куда? Прокатимся, что ли? Влезай, в другой раз прокатишься. Давай, давай, гони, птица-тройка. Топай отсюда. Но, без хамства. Едем вместе или поедете без Кроша? Ладно, поедем. Ты смотри, а? Такая старая калоша, а скорость дает, как настоящая машина. М? Братцы, воздух-то какой, а? Да, воздух прекрасный.
Пусть они поговорят о своих делах, а мы пройдемся немножко. Зажигание оставил. Подожди, я мотор выключу. Ну что, в машине будем разговаривать или лучше на природе? Мне все равно. Но раз уж сюда приехали, то лучше на природе. Рыба у тебя с собой? Нет. Если бы даже и была, все равно бы я вам ее не отдал. Мы с тобой разговаривали уже по этому поводу. Я тебе сразу сказал, разговор не кончен. Краснухин знает твой адрес или телефон? Нет, не знает. Ха! Ты хочешь сказать, что он отдал такую Нецке совершенно незнакомому человеку? Кто этому поверит? Да, вы правы. Я ее украл у Краснухина. Красть некрасиво. Недостойно, более того, преступно. Да, недостойно. Более того, преступно. Но вам-то какое дело? Вчера у Вена пропала фигурка. Охотник и олень. Вен подозревает меня. У него был только ты, потом пришла Вера. Она застала тебя как раз, когда ты рассматривал Нецки. Если не ты взял, то взяла Вера. Но Вера не могла взять. Надеюсь, ты сам это понимаешь. Конечно, понимаю. Конечно, Вера не могла взять. Значит, взял я? Ну и что дальше? Криминалисты. Верни ее немедленно. И рыбу тоже. Мы ее сами отдадим Краснухину. А Воену скажем, что ты взял охотника оленя для обмена. Спасем твою репутацию. А если не верну? Ножом пронете? Там видно будет, пронем или не пронем. Но смотри, как бы не было поздно. Поехали. Чтобы завтра же вернул Нецки, иначе пеняй на себя. Да. Кино теперь уже опоздали.